Всем привет! Сегодня на видео бюджетная камера с AliExpress. Магазин AceCam на AliExpress. Один из магазинов, на котором товары по адекватным ценам. Заходите, различные камеры, видеорегистраторы, приценяйтесь. Ссылка сразу в описании к видео на камеру. Перейдя по моей ссылке, вы можете открыть ассортимент весь этого магазина. На сегодняшнем видео камера-заменитель дорогих Hikvision Dahua для систем видеонаблюдения Hikvision Dahua. Если у вас дома видеорегистратор и вам нужно докупить, или вы же хотите заменить свою Hikvision или Dahua камеру на более современную с большим разрешением, можете приобретать эту камеру смело. Она полностью будет совместима с вашим Hikvision Dahua видеорегистратором. Также эта камера совместима с видеорегистраторами XMI. Но для XMI есть и свои варианты производителя XMI с таким разрешением. Разрешение камеры 8 мегапикселей. Есть вариант выбрать различные объективы. Но если вам подойдет картинка с этой камеры, посмотрим дальше, какая картинка, то можно ее также приобретать и подключать к вашему XM видеорегистратору. 8 мегапикселей, 3,6 мм объектив. Можете выбрать на сайте вариант, на странице товара, с 4 мегапиксельной матрицей и 8 мегапиксельной. Соответственно, 4 мегапиксельная, посмотрите, какая стоимость, и 8 мегапиксельная. И напишите мне в комментарии, сколько сейчас стоит Hikvision камера с 8 мегапиксельной матрицей 4К разрешением. И посмотрите, сколько стоит данная камера. Есть вариант выбрать 2,8 мм объектив, 3,6 и 6. По выбору объектива сразу скажу, если вам потребуется широкий угол с камеры, камера будет стоять не на большой высоте, но нужно широко захватить, выбирайте объектив 2,8 мм. Немного искажается качество картинки, совсем немного, с широкоугольным объективом. Но если именно критично и нужно широкий угол, камера широко будет захватывать с 2,8 мм объективом, а с 8 мегапиксельной матрицей вообще у вас будет сумасшедший угол обзора. И 3,6 мм стандартный объектив, 6 мм если камера с высоты, выше 3-го этажа, нужно вам наблюдать за автомобилем, вот, чтобы он был недалеко, чтобы его не зумировать, а именно вот прямо как на ладони, то 6 мм объектив берите, это дальнобойный объектив. Эта камера еще полностью универсальна по питанию. POE вариант, POE уже встроена в камеру, не нужно вам ничего будет докупать. И 12-вольтовое подключение также. Если у вас система видеонаблюдения 12 вольт, то 12 вольт. Если POE, то POE. Одним кабелем на расстоянии до 100 метров по стандарту. Камеру мы можем подключать к POE видеорегистратору, к POE коммутатору или одиночным блоком POE 48 вольт, которым я сегодня и буду подключать камеру. В комплекте дюбели крепления и муфта на RJ45 герметичная. Такие камеры в таких корпусах я вам уже показывал, и у меня они также работают в моей системе видеонаблюдения. В таком корпусе может быть камера с разной начинкой. Это Hikvision вариант бюджетный, может быть вариант и XMI-евской камеры, также 8 мегапиксельной с различными матрицами. Камера имеет на борту модуль с 6 ИК светодиодами линзованными. Очень хорошая ночная картинка и дальнобойная именно с этого варианта камеры с таким вот ИК модулем ночной подсветки. Микрофона в данной камере нету. Это вы должны учитывать. Стандартное подключение по POE. Кабель от роутера в разъем LAN. И кабель POE, другой конец, подключаем камеру другим концом. По подключению к видеорегистратору одним кабелем в свободный разъем видеорегистратора, и камера у вас автоматически выводится на канал, на свободный канал видеорегистратора, то есть на тот, на который вы подключили в POE видеорегистратор. И также это касается и XMI-евского видеорегистратора. Камера автоматически у вас появится на подключенном канале. Включаю блок питания в розетку, подаю питание, стандартная загрузка. Камера загружается, щелкает ЭКО-фильтром, и ее можно уже будет искать
при моем вот подключении к роутеру в домашней сети и выводить на видеорегистратор. Камера в основном для систем видеонаблюдения. Вы видите, здесь нет Wi-Fi, нет поддержки карты памяти, поэтому не стоит, наверное, показывать ее приложение для удаленного отслеживания, но это возможно. Это IP-камера, она может отслеживаться с приложения на смартфоне. Скорее всего, вы ее можете добавить в фирменное XMI, то есть Hikvision-овское приложение, какие там в Dahua-овское, какие там есть, я не в курсе, они у меня не установлены. Но такая возможность есть. Хорошая картинка с камеры на мониторе. Монитор не 4К. Поэтому, если будет монитор у вас с разрешением 4К, поддерживающий 8 мегапикселей, разрешение, картинка будет у вас во всей своей красе. Почему говорю не супер картинка, а просто хорошая? Потому что была бы Sony матрица, там картинка на высшем уровне. Здесь немного хуже, но за эту стоимость картинка очень-таки хорошая. Видно, что разрешение, видна детализация. На большом удалении видна детализация хорошая. Кстати, веб-интерфейс, я так понял, урезанный Hikvision-овский. Напишите в комментариях. Забиваешь внутренний IP-адрес камеры в Google Chrome. Правда, в Chrome, наверное, не стоят драйвера. Картинка не открывается в онлайне. Скорее всего, в Internet Explorer это надо делать. Но зайти в настройки, поменять разрешение, включить определение силуэта человека. Все это возможно, и похоже, что это урезанный Hikvision. Какой еще интересный момент заметил, смотрите, с XMI-овского видеорегистратора, камера другого производителя, но в настройки IP-камеры можно зайти таким вот образом. Раньше видеорегистратор в другие камеры по OnVIF протоколу не пускал именно в эту менюшку. Посмотреть серийный номер камеры, там дата сборки. Hikvision делают видеорегистраторы и камеры под себя чисто, чтобы покупали чисто их товары. Dahua также. Но есть какой-то другой сторонний производитель, который будет усовершенствовать камеру, делать одну, которая будет совместима, насколько это возможно, с любыми видеорегистраторами. В нашем случае это уже почти такая камера, которая совместима и с Hikvision, и с Dahua, и вот с XMI-овским компрессию, разрешение 4К. И в этой камере возможно менять разрешение, ставить на 4 мегапикселя, 5, 3, 2, 1 мегапиксель. Также с веб-интерфейса это можно сделать. При 8 мегапикселях максимум 15 кадров в секунду. Это бюджетная камера 8 мегапиксельная. Если поставите 4 мегапикселя, 5, то будет возможность поставить 25 кадров в секунду. По тревоге с видеорегистратора ничего нету, с XMI-овского, с Dahua и Hikvision, скорее всего, будет возможность поставить по силуэту человека. Тут возможности этой нету. По тревоге я смотрю, они и не сильно, камера с видеорегистратором, совместимы. Скорее всего, запись идет по всему движению. Вот двигаются автомобили. Задержка там по времени в веб-интерфейсе поставлена 20 секунд. После движения писать, и предзапись также есть, регулировать по времени. Поэтому вот просто не успевает выключаться, потому что движение есть. По факту тестирования камеры целый день могу сказать, что это отличный вариант, заменитель Hikvision и Dahua. Я когда-то вам показывал видео, где сравнивал 8-мегапиксельную Dahua камеру и XMI-овскую 8-мегапиксельную, которые различаются по цене в 3 раза. Dahua дороже, понятно. Можете посмотреть то видео, и тут ничего, в общем-то, сейчас и не изменилось. Эта камера показывает так же, как и вот на нашем видео 8-мегапиксельный вариант. Она так же, как прошлая Dahua, и такая же у нее картинка и есть по качеству. Что дневная, что ночная. Только же опять цена Dahua Hikvision примерно $100, а этой камеры вот около $30, 8-мегапиксельный вариант. Поэтому тут однозначно, кому нужно в вашу систему Hikvision Dahua камера, вот этот вариант вам очень подойдет. Нормальная ночная картинка бюджетной камеры, ничем она не отличается от XMI-овских камер и также от Hikvision и Dahua такую же примерно имеют ночную картинку. Ничего удивительного нету.
На видеорегистратор она добавилась по порту 3, 4, 5, 6, 7. Соответственно, я ее и добавил и в приложении ICC. Смотрите. Вот такая универсальность пошла. И я думаю, скоро камеры будут еще и универсальны по приложениям. То есть вот одиночное отслеживание этой камеры с приложения ICC. Понятно, что я сейчас на видеорегистратор в XMI приложение зайду, она у меня также на 16 канале будет. Но и вот в одиночном варианте, без видеорегистратора. В настройках, понятно, ничего там практически не сделаешь, но вот отслеживание, чисто удаленка с одной камеры, также возможно через приложение ICC. Что еще, ну, как бы понравилось, ну, наверное, да, потому что через видеорегистратор XMI-евский, даже не Hikvision-овский, не Dahua, там само собой будет это возможно. А вот этот видеорегистратор, возможно, смена разрешения камеры. Сейчас стоит в 4 мегапикселя, вот, ставлю 4К, жму применить. Тут же без всякой перезагрузки меняется разрешение. Окей. Вот вам 8 мегапикселей. То есть также можно зайти и поменять разрешение на более низкое, если вам нужно, что понравилось, что камера не перезагружается, все в онлайне быстро происходит. Что еще можно показать по этой камере? Ну, давайте переключим ее в полный цвет. Также это можно делать как с веб-интерфейса камеры, так и вот с приложения, то есть с видеорегистратора. Переключается в цвет. И я вам скажу, что неплохой вариант. Это не Sony матрица, конечно, тут Sony в ночной съемке выигрывают у всех. Это бюджетный вариант, но хорошая светочувствительность. Будет дополнительное освещение. Вот здесь вот камера может хорошо показывать в цвете ночи. То есть можно ее оставлять в цветное изображение. Будут различимы номера автомобилей, не засвечены. И будут, ну, люди различимы лучше. Будет одежда их по цвету различима. Вот такой вариант, если при условии, что здесь будет дополнительный какой-то прожектор светить, или же у вас хорошее уличное освещение. Вон там вон видно, как камера нормально видит. Ну а в основном то черно-белый вариант, если полная темень. Я камеру такую еще не встречал, чтобы она вот была уже настолько совместима с оборудованием другого производителя. Это плюс однозначно, универсальность систем видеонаблюдения, камер, видеорегистраторов, это плюс потребителю. Минус это производителю, конечно, что не будут не их оборудование покупать, а вот есть у вас выбор такой камеры, но даже дешевле. Но и дешевле намного, а качество практически не отличается, и это очень хорошо. Ссылку оставляю, кто заинтересован, заходите, заказывайте. Показал вам то, что сам хотел увидеть, то вам и показал в реальности. Подписывайтесь на канал, телеграм-канал, чат в телеграме по видеонаблюдению, Facebook и Instagram. Все ссылки в описании под видео этим. Ну и ссылка на камеру и на магазин также там. Всем удачи и до следующих видео.